Всем привет! Это Юнивейс, и это следующая серия Династии Вульф. Приятного просмотра. С наступлением осени начался последний год обучения ребят в школе. И они уже готовились сдавать выпускные экзамены, но София внезапно вспоминает о том, что вообще-то у нее есть мечта всей жизни — это стать знаменитой художницей. И она понимает, что, естественно, ей не хватает вообще навыков в умении рисовать, потому что она этим, в принципе, не занималась на протяжении всего подросткового времени. Она тупо тусила, поэтому она стала пунктовать и просто в школе разрисовала стену, поэтому ее оставили после занятий в кабинете директрисы. И, конечно, ее успеваемость вообще оставляла желать лучшего. Они сильно ругались с Сэмом на эту тему, потому что вообще-то были не уверены в том, что Софи сможет поступить в университет на специальность, которую она хотела. А они собирались с Фредом поступить в Причестер. Но, тем не менее, Софи погрузилась больше в жизнь граффити и стала своей новой подружкой рисовать на улицах, потому что думала, что камон, это поможет ей при поступлении. Приближался осенний день, День благодарности, или как он там называется, когда вся семья опять решила собраться на пикник, и на Софи возложили просто покупку всей еды и совместную готовку для будущего пикника. И получилось так миленько, они собрались вместе на пледике, разложили там вещи, спальные мешки, чтобы в них сидеть. Конечно, накупили слишком много всего, столько, естественно, никто бы никогда не съел, но хотя бы немножечко так от этого всего они смогли покушать. И как долго я их пытался рассадить, это, конечно, отдельная история. Но после зато они устроили игры на свежем воздухе, танцы, футбол, все такое. И сделали, наконец-то, семейный портрет, потому что у них не было ни одной такой общей фотографии, и тут, ура, наконец-то у них у всех будет дома висеть их портрет семьи. Это очень здорово и мило. Последний школьный жуткий денёк было ужасно неловко отмечать. И они вообще не планировали это делать, даже несмотря на то, что Рэй припёрся и такой, типа, ребята, го ко мне, все такие, как бы, спасибо, мы не хотим в проклятый дом, где умерла наша одноклассница. И в это время была как раз годовщина, то есть прошел 1 год с момента смерти Полины, поэтому, несмотря на то, что одноклассников не звали на ее похороны, спустя год семья Марии позвали всех на поминки, чтобы почтить память. И как-то было уж очень напряженно там. Мало того, что все ужасно грустили, так еще и родственники Полины и Марии за столом просто как-то слишком сильно подогревали напряжение между собой. Это все было крайне странно. Поэтому Мария позвала Софию к ним в комнату, чтобы показать вообще, типа, где они вместе жили всю жизнь. И София тогда стала понимать, что на самом деле она толком-то и не знала никогда Полину. Она не знала, чем она увлекается. Они только вместе ходили как бы на баскетбол. И, собственно, все их отношения крутились вокруг Софии. И она, естественно, чувствовала из-за этого еще какую-то вину, потому что она даже никогда не приходила к ней в комнату, не была знакома с ее родственниками. И девчонки на этой почве очень трогательно поговорили. И они действительно стали лучше понимать друг друга спустя год. Жаль только то, что это произошло из-за такого страшного события, которое разделило их жизни просто на до и после. С наступлением зимы у Сэма все было стабильно. Он также продолжал ходить на работу.
также продолжал сидеть в теплом офисе и пить горячий кофеек. Но даже у него в жизни бывают странные обстоятельства. И не только же у Кейт всякое такое происходит. И так у них буквально к порогу замерзшей упала какая-то женщина и умерла от этого, что было абсолютно неясно, но какой-то чуйкой полицейского Сэм почувствовал, что это как будто бы им предупреждение такое прислали, как черная метка, о том, типа, не ввязывайтесь в дело о картелях с котиками, а то с вами поступят точно так же, как и с ней. Это было жутко. На последнем школьном балу Мария и София договорились, что они пойдут туда вместе, и они просто там, как друзья, потанцевали и потусили. София вызвала Фреда на танцевальный батл, и уже наконец-то она смогла ему отомстить, потому что она подговорила всех проголосовать за него, как за главного шутника этого года. И действительно, она победила, потому что Фреда выбрали главным шутом. Это было очень здорово и забавно для Софии за все эти годы, когда получалось то, что она была главной клоунессой. Наступило лето, и жесть, конечно, как я расстроился, когда меня лишили выпускного, потому что я не знаю, в чем проблема, но пришло уведомление, а никакого выпускного в итоге не было. Это вообще что такое? Поэтому ребята просто собрались тусить вместе на том же любимом фестивале в Виллоу-Крике. Тут, естественно, София договорилась с Марией, то, что они вместе туда пойдут, и Мария уже к этому времени готовится к поступлению в Бричестер на классную специальность, потому что, очевидно, у нее, у Софии, достаточно богатые родители, они могли себе позволить детей устроить в университет. Она уже вовсю переезжала в новый кампус и рассказывала, как было прикольно, готовилась к домашкам, все прочее. Была очень в предвкушении новой студенческой жизни. А София и Фред только-только подали заявки в Бричестер, и еще не знали, поступят они или нет. И также на этом фесте первая девушка Фреда, Кейт, наконец-то смогла сепарироваться от него, потому что она не заводила отношения с того времени, когда встречалась с Фредом. У него там уже 10 пап сменилось, а она только сейчас почувствовала, что готова двигаться дальше и тоже поступать в университет и начинать какие-то новые классные отношения. София очень долго ждала этого дня, и наконец-то наступил ее день рождения. Плюс ко всему, они уже подали заявки в университет и скоро должны будут быть студентами. У Фреда прошел день рождения раньше, он решил, что проведет его с друзьями, поэтому как-то семья там не участвовала. А София решила то, что она проведет этот день рождения с семьей, и Сэм для нее снял столик в небольшой забегаловке, там все украсил, он вообще достаточно классно подготовился, купил ей торт. Это была такая небольшая вечеринка-сюрприз для Софии, потому что от нее вообще ничего не требовалось, и за нее все делали ее родственники. И было очень здорово и миленько. Они покушали вместе, София задувала свечи, плюс там пришли несколько ее одноклассников ее поздравить. И она, естественно, получила черту характера творец, чтобы продолжать двигаться к собственной цели по рисованию, или как там, типа, стать знаменитой художницей, вот это все. Но потом они пошли на улицу отмечать, поднимать тосты, просто гулять. И, наконец-то, Сэм мог подарить подарок, который он так долго готовил для Софии, потому что он знал, что она скоро поступает в университет, и у нее не было собственного компьютера. Поэтому он купил ей, во-первых, ноутбук,
А во-вторых, он купил ей мольберт, чему Софи, конечно же, была безмерно рада. И вот так вот пришел прекрасный день рождения Софии. Уже практически заканчивалось лето, и уже не подростки, а молодые люди, Фред и София, готовились к поступлению в университет, и им, конечно же, уже пришел ответ, то, что они реально смогли поступить. Они смогли поступить туда, куда хотели. Фред поступил на, типа, связь с общественностью или как-то так. А София действительно смогла поступить на художницу. И они даже смогли выбить несколько стипендий. Очевидно, что это был грант на спорт. Поэтому они также усиленно готовились по баскетболу к этому всему. И что самое главное и приятное, это что они даже смогли заселиться в одну общагу. Ну, то есть пока что еще не заселиться, они бы заселились в нее уже, когда настала бы осень. А пока что они могли просто наслаждаться последними деньками свободного лета, а то потом начнется учеба и вот это все. Это, конечно, очень классно, когда вы живете вместе, но все-таки учеба. Когда я говорил, что мне зажопили выпускной, я не шутил. Моих детей туда просто не пустили. Мне пришло уведомление об этом, но даже там спустя какое-то время, как они обещали, все равно ничего не произошло. Я расстроен, но это пришлось как-то пережить и обыграть. Плюс ко всему, так как взросление Фреда произошло за кадром, он получил черту характера клептоман. Я не знаю почему, но я думаю, что из-за того, что чрезмерный достигатор и время обучения в школе выполнил свою жизненную цель стать легендой при жизни, клептомания — это его форма ОКР, которая так проявляется. Плюс ко всему, конечно же, будучи диким бабликом, он не мог не получить черту характера, любит целоваться за счет всех жизненных баллов. И с наступлением осени они с Софией таки поступили туда, куда хотели, и решили заселиться в общагу. Общага оказалась очень хорошей, даже несмотря на то, что они оба на бюджете. И им очень повезло. Более того, когда они приехали, они оказались по соседним комнатам, потому что это общежитие, где нет разделения на гендер, и поэтому они даже тут были неразлучны, как будто родные брат с сестрой. Конечно же, дети там сразу достали свои шмотки. София кинула свой мольберт новый, ноутбук. В общем, оприходовала комнату как могла. Они развесили фотографии своих друзей и все прочее. И потихонечку обжились в этом месте. Этим же вечером оказалось то, что у них проходит конкурс по первым дебатам или что-то типа того, где, естественно, они решили поучаствовать в каком-то споре между друг другом, чтобы было не так страшно опозориться перед всеми. И Фред там, конечно, уделывает Софи. Он чувствует, что он искусный оратор, и так преисполняется этим пониманием, то, что начинает сразу же подкатывать шары какой-то девушке. А София, конечно, была рада за него, но не от всего сердца. Она чувствовала себя очень смущенной из-за того, как продул на публику это все. Но вернувшись в общагу, просто Фред такой Фред, он триггерится на всех баб, и опять увидел какую-то девушку, и тут же она ему, естественно, понравилась, он тоже к ней стал клеиться, но она ему просто отшила и дала отворот-поворот, потому что все происходит слишком быстро для нее. И вообще он какой-то странный, по ее мнению, а он тупо в нее вкрашивался.
Я не знаю, как они будут жить в этой общаге дальше, потому что чувствую, что у Фреда будет много интересного. После допроса предыдущего преступника для всего полицейского участка открылись новые сведения, благодаря которым они смогли начать распутывать этот запутанный клубок тайн. В очередной раз, когда Сэм пришел на работу, ему уже не пришлось, конечно, мотаться на поимку преступника, потому что преступник поджидал его уже готовенький. Сэму оставалось его лишь отфотографировать, взять отпечатки пальцев и начать допрос. На допросе Сэм узнает то, что это совсем молодой мальчишка, он все еще школьник, и он как раз из школы Софии Фреда, и он уже впутан в все эти преступные связи и занимался в школе распространением котиков, в чем, собственно, сам и создался, и благодаря чему Сэм смог его расколоть. И теперь он будет ожидать решения суда, а Сэм сможет продолжить это странное расследование. Если сначала могло показаться, что эти новые студенты будут прилежными учениками, то, спешу вас расстроить, это совсем не так. София и Фред уже на первом курсе стали в наглую списывать курсовые, и их обоих за это поймали просто и оштрафовали. Но так как это был конец семестра, то они просто хотели как можно быстрее его закончить, потому что это был первый Хэллоуин у них в университете. И их всю общагу классно украсили, было очень здорово. Естественно, Фред и София решили, что они обязательно должны поучаствовать в любой общажной тусовке студенческой. И даже если бы их никто не пригласил, все равно бы они пришли сами. И там Фред, конечно же, увидел новую красивую девочку, которая стала во всю подкатывать. Но она вроде как была даже не против. После чего к вечеру к ним стали собираться весь университет в их общагу просто на какой-то гипертусич. Софи как раз смогла вернуться с занятий по футболу в команде, с ее спортивный грант, и присоединиться к всему этому веселью. Хотя она не очень удачно начала, потому что сразу получил футбольную травму, но зато, переодевшись в свой моднявый костюмчик, она очень была рада увидеть там же Мари и поделиться всеми впечатлениями от окончания всего этого семестра. К сожалению, из-за всего, что происходило, из-за сезонной болезни, из-за футбольной травмы, из-за того, что она была очень уставшей, София решила, что она не пойдет на тусовку и просто останется дома из-за всего этого. А Фред решил, что он супер-пранкер и стал нацеливаться на конкурентов в Фоксбери. И он организовал просто рейд на их главную площадку. С студентами Причестера они переоделись в костюмы суперзлодеев и отправились пакостничать. И так они закидали просто туалетной бумагой весь главный монумент в Фоксбери. Я уж не знаю, что это за штука, но какое-то железное растение. И были очень собой довольны. Фред после чего сделал победный селфи, чтобы в доказательство, потому что это команда Причестера напакостничала. А потом они все быстренько разбрелись, чтобы их не засекли. Так и прошел первый Хэллоуин в общаге и в университете. Для моих детей. Очередной день сурка с Сэмом. О, и как же все-таки в кайф за него играть, я не знаю. Мне очень нравится хомячий ролплей. И даже просто сидеть в офисе, печатать документы, попивая кофеек. Но его то и дело отправляют куда-нибудь в самое странное место на дежурство, что еще смешнее, потому что он всегда недовольный, он всегда идет туда с кофейком,
просто уезжает на другой конец планеты, где начинает задерживать преступников за их драки. Это в этот раз оказалось на Стрэнджервилле, что вот тоже забавно, потому что они вообще, типа, ну, не Сан-Мишуна, но где они там могут находиться? Около Виллу-Крика, Ньюкреста, наверное. Отправили в пустынный городок, в богатый район, между прочим, где все подряд дерутся и всем сам выписывает штрафы. Но он зато там нашел странное материнское растение и показал его ученому, поэтому, может быть, потом начнет эту ветку расследований не только детективов, но и инопланетных вещей. Осенние каникулы закончились достаточно быстро, и ребяток ждал опять очередной второй семестр, получается. Они, естественно, упорно трудились, чтобы выйти из-под гнета и выровнять свою репутацию в университете, потому что все запомнили, что они наглые списыватели всего этого. Но, тем не менее, не то чтобы прям очень прилежно они учились, потому что тусили все-таки больше. Тем не менее, Софи смогла нарисовать свой первый в жизни шедевр. Это какие-то каляки-маляки, абстрактное искусство, которое она с гордостью повесила у себя в комнате. А потом, так как Хэллоуин закончился, и все еще в общаге был до хера украшений и тыкв, которые они вырезали, они решили их потоптать. Правда, потом Софи ушла на свой футбол, так как пришла уборщица и стала убирать это все. И она спалила Фреда за его пакостями, которые он совершал. Вообще, бедная уборщица, потому что она потом убирала весь этот хаос. В какой-то момент плюнула и достала уже пылесос, чтобы избавиться от ошметков тыкв вонючих. А Фреда отругали и отправили учиться в библиотеку. А где позднее они встретились с Мари, Софи и как-то попробовали поучиться вместе, что было очень прикольно. Зима была уже не за горами, и в университете ее тоже праздновали. Денек зимы, Новый год. Там поставили большую елку, а Софии в честь их второго семестра поменяла имидж. Плюс они наконец-то получили свою университетскую форму и фактически заканчивали все дела этого семестра, чтобы наконец нормально его сдать и не с двойками. И в общаге вообще уже в это время было достаточно мало студентов, потому что все начали разъезжаться к концу семестра к своим родителям на празднование и так далее. А несчастных Софи и Фреда заставили выполнять общественные работы за то, что они списали курсовые. И в наказание они убирали главный монумент Бриджестера. Но зато хотя бы как-то смогли закончить этот семестр. Даже не так плохо, несмотря на то, что они завалили парочку предметов. Наступил Новый год, и они с немногочисленными оставшимися студентами в общежитии устроили тайную Санту и решили получить самые разные подарки. К сожалению, их ждало разочарование, потому что София вообще сначала ничего не получила, а Фреду посажили какую-то зубатку. Но потом София нашла еще один подарок, который предназначался ей, и она получила целый, гриль. Чему Фред вообще был не рад, потому что он остался с какой-то дурацкой зубаткой. Потом к ним зато приехали их родители, чтобы навестить их, потому что они в этот Новый год не смогли собраться всей семьей вместе. Да, и не хотели. У этих тусовщиков оказалась новая идея о том, как можно затусить в университете в этот раз. Но зато они обменялись маленькими подарками. И София решила то, что она свой первый шедевр подарит своему папке, чтобы вот так вот он повесил у себя. Ну а когда взрослые разъехались, тогда уже
те молодые студенты смогли начать готовиться к настоящей тусовке. Хочу также перед началом сказать то, что авторкой данной постройки была Алирион, наверное, если так читается. Это азиатские квартиры, которые были застроены на последнем этаже. Я взял от этого здания каркас, который полностью внутри переделал под общагу Фоксбери. Поэтому, если вы захотите скачать ее оригинальную версию, то вы можете найти по нику в Тамблере, который сейчас видите на экране. Это их первая тусовка должна была быть грандиозной, так как Мария была немного старше и уже была на втором курсе. Она пригласила ребят в свою общагу, чтобы показать то, что там вообще происходит и как настоящие студенты празднуют эти праздники. И они прибыли туда пораньше, чтобы зарядиться вот этой атмосферой Рождества, Нового года, зимнего денечка. Софи вместе с Марией начали украшать елку. И Мария жила на первом этаже с другими студентами, с которыми она, собственно, и познакомила ребят. Фред там прекрасно пристроился играть в карты, пока девчонки занимались самым ответственным. Но это было вообще так мило, потому что из-за багнутой анимации еще Мария как будто бы вешала шарики на Софии, что такой крайне классный жест был, что ли. Потом они разложили подарки, и в том числе обменялись тоже подарками между друг другом. Софи получил какую-то дурацкую доисторическую птицу, но так как это было от ее подруги, то она совсем не расстроилась, в отличие от Фреда с его дурацкой зубаткой. Господи. И Мария решила объяснить то, что в их общаге не просто так можно было попасть на тусовку, которая уже вот-вот должна была начаться. Там были некоторые правила. Это общежитие, самое главное общежитие тусовщиков Фоксбери. Оно разделено по этажам, и на каждом этаже живут свои конфессии. И нельзя было просто так взять и подняться вверх и тусить на более крутом уровне. Нужно было пройти все студенческие испытания их большой коммуны. Для начала Фреда и София подвели к богу тусовок. Ну, типа, у них была просто статуя, которой нужно было сделать подношение, чтобы удачно потусить. А потом все веселье началось со двора, где они устроили костер. И первое испытание было пинг-понг, в котором Фред прекрасно выиграл, после чего они вместе с Софией могли пройти на первый этаж, как раз-таки в коммуну Марии. Специфика первого этажа заключалась в том, что в этой коммуне были только петрианцы и ковиды, и они отмечали Зимний Тенеок, Рождество и Йоль. И Йоль, кстати говоря, это на самом деле Рождество, которое просто заимствовали христиане и поверх сказали, типа, мы теперь будем отмечать вместо Йоля Рождество, но по факту это одно и то же. И Йоль ассоциируется с зимним солнцестоянием и приходом света во время самых темных холодных дней года. В основном Йоль отмечался викингами и всем скандинавским регионам. В принципе, Йоль не особо отличается от Рождества из-за всей этой специфики, но там зато было традицией брать Юль-лог. Это большое деревянное полено, которое сжигалось в камине как символ обновления и восстановления света. Про Рождество более конкретно говорить не буду, потому что его и так все знают. Но по факту у них очень схожие традиции из-за вот этого слияния. И на первом этаже было испытанием, чтобы пройти дальше выше.
это выиграть в дротике. И Фред прекрасно с этим справился, обыграв Марию, благодаря чему им было позволено подняться на этаж выше. На втором этаже была коммуна, которую отмечали Дивали. Это один из наиболее значимых индуистских праздников. И несмотря на то, что Новый год у разных культур разбросан очень сильно по времени, эта общага их хлебом не корми, дай только учить. Поэтому на Новый год, стандартно, который у нас считается с декабря на январь, они все вместе отмечали свои традиционные праздники. Дивали является праздником света, радости и победы над тьмой. Собственно, очень схожая концепция с Хёлем. Главным символом Дивали является дия. Это маленькая глиняная или металлическая лампа, которая используется во время Дивали. Она заполняется маслом и зажигается в фитиль. А затем такие дии располагаются вокруг дома или на крыше, чтобы создать атмосферу света. А также там рисуются ранголи. Это традиционные орнаментальные рисунки, наносимые на полы или землю перед входом в дом. Они делаются из разных порошков, цветов или красок, или даже крашеного риса. Обычно это геометрические узоры или там цветы или изображения богов или богинь. Также, естественно, в Дивали традиционным является обмен подарками, зажжение фейерверков и сборы угощения. На этом этаже уже тусили круче. И Софи, какая-то девочка, предложила заняться непотребством. И они стали делать это просто при всех. Я офигел. А второе испытание было настольный футбол, как это называется, в котором Фред, конечно же, опять одержал победу, благодаря чему они смогли пройти выше. На третьем этаже была еще более тусовочная коммуна, которые отмечали лунный Новый год. В лунном Новом году основным является красный цвет, который считается символом удачи и счастья в азиатских культурах. Поэтому там все из красного цвета. И также важным являются красные конверты с деньгами, которые дарят друг другу как символ благополучия. Также, естественно, это бесконечные фейерверки, петарды и драконы и львы. И там Фред сталкивается с Мелиссой, которая предлагает им пойти трахаться. Поэтому он оставляет бедную Софи одну, а сам уходит в комнату. Хотя бы не у всех на виду. Поэтому Софи приходится отдуваться в соревновании по караоке, где она просто ужасно поет и еле-еле как выигрывает в этом всем. После чего они могут отправиться на третий этаж. На третьем этаже была коммуна, которая отмечает Хануку, и они полностью переоборудовали общагу и весь свой этаж, вычистив вообще все, чтобы устраивать там самые крутые рейвы. И в этот раз они устроили ханукальный рейв. Поднявшись на этот этаж, Софи, кстати говоря, очень удивилась, когда увидела Рэя и главного тусовщика Эмма, друга школьных времен, который здесь оказался диджеем и главным заводилой всего этого ханукального рейва. Ханука — это 8-дневный еврейский праздник, который отмечается в декабре или январе. Он тоже, естественно, связан со светом, но он отмечается в память о восстановлении священного храма в Иерусалиме после его разрушения и символизирует память о чуде, которое там произошло. И поэтому, естественно, основным атрибутом Хануки является минора или ханукия. Это специальный подсвечник, 8-ручная свеча, используемая для освещения в течение 8 дней. И она зажигается по одной свечке каждый день. И обычно ханукию ставят на окошко, чтобы все приходящие могли видеть этот свет надежды. Также очень важной составляющей Хануки являются подарки в виде денег. Там есть игра в дрейдл, это волчок, который нужно крутить.
и можно благодаря этой игре выигрывать деньги. Также принято дарить деньги. Старшие родственники обычно прячут по дому денежки, а мелкие должны их искать. Ну, а главным блюдом на Хануку являются пончики. Собственно, очень приятно. Обычно это традиционно семейный праздник, но в данном случае это повод для тусичек. И там же Фреду опять поступают внеочередные неприличные предложения, от которых он, конечно же, не отказывается. И опять уходит делать свои дела, а после чего получает шей, педикулез. И решает, что все, я очень сильно с этого отдул. Он получил образ жизни без любви, потому что считал, что хватит с него этого всего. Слишком сильно много стресса. Но главным испытанием на этом этаже оказывается гигантский аркадный автомат, в котором Софи из-за того, что ее кинул Фред сначала одна, начинает играть, но потом к ней присоединяется в итоге Фред. И они, так как были заядлыми игроманами в школьный период, и Фред очень хорошо играет в компьютерные игры, естественно, разносят просто в щепки. Благодаря чему они оказываются на самом высоком, самом тусовочном и главном этаже. Пробравшись на крышу на 4-м этаже, они оказываются на открытой площадке, на которой, к своему удивлению, празднуют Кванза. А Кванза — это основной новогодний праздник среди афроамериканской общины. Он появился не так давно, но был призван укрепить и восстановить афроамериканскую культуру. Кванза примерно переводится как «первые плоды» на языке Восточной Африки. И он воспевает такие ценности, как семья, сотрудничество, совместное действие, самоопределение, вера и культура. И эти принципы закрепляются так же, как и в Хануке, зажжением свечей каждый день. И как раз таки, где свеча обозначает конкретный день, посвященный одному из этих принципов. Эти свечи называются Мишума Саба, которые разделены на 7 дней празднования. Ну и от этого восхождения на общажную гору Фред и София были просто в восторге. Это был один из лучших Новых годов, которые они отмечали. И одна из лучших тусовок, на которые они вообще были. Спасибо, что посмотрели эту серию Династии. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Не забывайте подписываться и писать комментарии. А я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео.